Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и в этом видео я хочу разобраться в таком необычном вопросе. И существует мнение, что вся промышленность, а именно автопромышленность, которая появилась после Великой Отечественной войны, является заимствованной. И заимствованной у стран Запада, таких как Германия и США. И на примере книги про ЗИС-150 я хочу разобраться в этом вопросе. Приглашаю вас разобраться вместе со мной. Поехали! Итак, начнем обзор этой книги. Это первый том из истории автомобилей ЗИЛ, который посвящен двум автомобилям ЗИС-150 и ЗИС-151. И эта серия посвящается столетию отечественной автомобильной промышленности. Собственно, и отечественная автомобильная промышленность началась с автомобиля АМО, который тоже выпустили в Тюфелевой роще, где находился завод ЗИЛ. Это первый том, а также планируется выпустить аж целых 8 томов и закончить историю ЗИЛом 5301, собственно, бычком. И это последнее детище Московского автозавода ЗИЛ. И хочется отметить, что вот эти две книги мне, наверное, будут самыми интересными, так как эти автомобили я в детстве довольно часто видела. Даже, наверное, больше, чем какие-нибудь 130 или 133 ЗИЛ. И также хочется задать такой вопрос. Почему же эта серия начинается именно с ЗИС-150, а не с АМО или ЗИС-5? И, не знаю, мне кажется, одним из ответов может быть то, что недавно также вышла книга от Николая Поликарпова, которая полностью отвечает на все вопросы касаемо грузовика ЗИС-5. Это военный грузовик, и у нас в нашем государстве так принято, что эта тема довольно распиарена, не побоюсь этого слова, и военные грузовики, военная техника в период Второй мировой войны или же Отечественной войны, она имеет много публикаций, имеет довольно большое значение в нашей истории, и, соответственно, к ней приковано довольно много внимания. И просто мне кажется, что авторы истории автомобилей ЗИЛ решили не копировать. И, не знаю, может, это просто борьба издательств в какой-то степени. Потому что Цейнгаус – это издательство, которое выпускает такой журнал, как М-Хобби, и, собственно, Николай Поликарпов возглавляет это издательство. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. Автором этой книги является Шлепенков Максим, и он довольно известен в узких кругах. Он занимается историей автомобильной промышленности, и очень часто его статьи мелькают в таком журнале, как «Грузовик Пресс», и также под его редакцией выходит довольно много журнальных серий, те же «Автолегенды». В самом начале книги идет рассказ об истории создания грузовика ЗИС-150, и немножко вскользь упоминается, что некоторые технические решения были заимствованы у грузовика американского производства International. И вообще принято считать, что практически весь наш автопром, который был послевоенный, это не что иное, как копии удачных моделей западного производства. И с этим многие авторы спорят, а некоторые соглашаются. Так что давайте перейдем чуть поподробнее. И хочется вам рассказать, что недавно у меня тоже появилась книга, которая рассказывает про автомобили наших дорог, собственно, автора Михаила Соколова. Это тоже довольно известный историк отечественного автомобилестроения. И в этой книге очень подробно рассказано про ленд-лизовский грузовик International, который наши уважаемые водители называли «Интернационал», как пишу, так и читаю. Собственно, знаете, вот так вот я вам покажу, видно? Думаю, да. Собственно, наш ЗИС-150 и International американского производства. И, конечно, внешне мы можем увидеть, можно сказать, практически полное копирование, но на самом деле это не так. Так как у внутренности, то есть двигатель, коробка передач и
все ходовые детали, которые имеют именно советское происхождение, свою конструкторскую школу советского авторства. Внешне, конечно, повлияла и ленд-лизовская техника на создание такого узнаваемого, как сказать, внешнего вида. Да. В этой книге, которую выпустила Моди Мио, информации про International практически нет. И могли бы, конечно, немножко это дополнить. Этой информации, да, но справедливости ради, в качестве первых экземпляров использовали какие-то детали облицовки кабины от International, прям снимали и ставили. Но потом Советский Союз разработал собственные детали, и это было собственное производство от каждого винтика, собранный в Советском Союзе. И, соответственно, после войны практически сразу началась холодная война, и, конечно же, сотрудничать с американцами было не в правилах этого периода. И если вам действительно интересно, то в книге Михаила Соколова подробно написано, почему ЗИС-150 это не International. Да, внешне да, но на самом деле нет. И теперь давайте я вам покажу еще одно мнение по поводу грузовика ЗИС-150, который писал такой автор, как Энди Томпсон, и он является британцем, и у меня книга, которую я нашла на маркетплейсе, это перевод его книги. Я, правда, не знаю, когда он написал свой оригинал, а перевод вышел совсем недавно. Тут также довольно много грузовиков, и вот что вкратце он пишет про ЗИС-150, что, оказывается, по мнению американцев, разработка ЗИС-150 началась именно с высадки наших союзников в Нормандии, что, мне кажется, довольно притянутым фактом и никак не связанным с реальностью. И также в его книге, что первая партия грузовиков ЗИС-150 имела посредственное качество. И связывает он это с тем, что основные силы автозавода ушли на создание лимузина для Сталина, что мне тоже кажется немножко интересной интерпретацией исторических факторов британцев по отношению к советской технике. В тексте книги у Энди написано, что ЗИС-150 является не то что копией International, а то, что это и есть сам International, от винтика к винтику взят у американцев и полностью произведен на предприятиях Советского Союза. Не знаю, кому верить, но мне кажется, все-таки Михаил Соколов привел довольно много документации, которая отвечает на тот вопрос, International или же нет ЗИС-150, и точно, мне кажется, стоит доверять Соколову, что эта техника разработана в Советском Союзе. Так, ну давайте вернемся к книге от Моди Мио. И тут довольно интересен ход развития конструкции, как менялась конструкция от опытного образца к уже конечному автомобилю, какие были различные модификации этого автомобиля и, собственно, его применение и какие-то занимательные факты об этом грузовике. И, соответственно, мне как моделисту, например, в книге очень не хватает каких-то цветных иллюстраций. Тут, правда, мелькают цветные фотографии, но их не так много. Но зная, как в издательстве выходили журнальные серии, посвященные нашим грузовикам, там было довольно много иллюстраций. И мне бы хотелось, чтобы здесь они тоже были представлены, потому что, чтобы воспроизвести модель, мне надо видеть, по крайней мере, какого цвета ручки. И не всегда на такой фотографии черно-белой можно понять, какого они цвета. Ну, это такая вот маленькая претензия. А так мне книга очень понравилась, она очень объемна, и ей можно доверять. И вот, листая разнообразные варианты грузовика ЗИС-150, мне хочется, чтобы, например, фирма АВД, которая тоже является одним из костромских товарищей, что и Моди Мио, и она бы могла как-то в тему выпускать модели,
которые мы можем собрать, изучая эту книгу. Например, у них точно есть в каталоге вот этот автокран, который я давно собирала. И когда я его собирала, информации о нем практически нигде не могла найти. А здесь, по крайней мере, что-то можно прочитать и вдохновиться на создание своей модели. Так что такое маленькое пожелание. Так что если вы пропустили книгу, вы интересуетесь и читаете, то я рекомендую приобрести. Так что давайте увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.